Посмотрите, что я купил за $50. Да-да, это дрель-шуруповерт с аккумулятором в комплекте и какой-то там зарядочкой всего лишь за $1. Всем привет, друзья, с вами Руслан Усачев, и давайте сегодня с вами посмотрим, может ли шуруповерт за $50 хоть что-нибудь закрутить. Технически это дрель-шуруповерт, и давайте приступим к распаковке. Вот такая у нас маленькая коробочка, склеена добротно. В комплекте литиевый аккумулятор на 1,5 ампера системы Ryobi One. Это зарядное устройство. Понимаете примерно его мощность, да? 12 Вт. Ну и сам дрель-шуруповерт. Странная длинная база. Размер базы связан с размером аккумулятора, и собранный дрель-шуруповерт выглядит так. Давайте пройдемся по деталям. Итак, у нас допотопный щеточный двигатель, отсутствие скоростей редуктора, двухгильзовый допотопный патрон на 10 мм без какого-либо ощутимого дожима, его просто нет. Он отсутствует. Малюсенький редуктор. Я вообще не знаю, как он там работает и есть ли он там. Примитивнейшая подсветка, то есть диодик и прозрачный пластик. Никаких задержек подсветки или чего бы то подобного вы здесь не дождетесь. Самой дорогой и качественной частью этого инструмента по мне является аккумулятор. Вот с таким датчиком уровня заряда. Блокировка шпинделя также отсутствует. Но все еще производитель называет это инструментом, и давайте посмотрим, насколько он способен выполнять возложенные на него функции. Подзарядили аккумулятор, и давайте приступим к работе. Зажмем битку. Давайте для начала попробуем вот такие саморезы. Единственная приличная штука у меня в руках сейчас — это магнитный держатель от DeWalt. Ну что ж, поехали. Неплохо. Слушайте, я не обратил внимания, у него нет даже трещотки. Давайте еще один. Закручивает. Ну что ж, с вашего позволения, я попробую сейчас вот такой маленький тоненький глухарик. Не справился, но отключился. Отключился — это уже хорошо. Мог бы просто сгореть. Давайте попробуем эту тушку с аккумом помощнее. И сразу попробуем докрутить. Нет. Это его предел. По ощущениям он значительно бодрее на таком аккумуляторе. Как известно, докручивать сложнее, чем крутить заново, поэтому давайте попробуем закрутить заново. Докрутил. В целом я бы сказал, что даже $50, скорее всего, дорого для этого дрель-шуруповерта. Если у него и есть применение, то как у какого-то совсем уж домашнего варианта. Действительно, купить и положить на полку, чтобы воспользоваться один раз в год. Другие бренды примерно за такие же деньги могут больше, и мы их обязательно рассмотрим в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь, и всего вам доброго, друзья!